Всем привет, ребята! Рады вас приветствовать на стриме Зиво, уже майском. На этом стриме мы будем разговаривать про проблемы нашей команды и разработки StarCraft'а, потому что на самом деле накопилось достаточно много всего. И сейчас у нас в целом идет такая полоса различных интересных экспериментов и реорганизации работы, и в связи с этим возникает много шероховатостей, о которых я сейчас на стриме буду в основном рассказывать. Мы будем, конечно, собеседников добавлять, но в целом тут я попытаюсь все-таки, насколько возможно, какие-то занавесы приоткрыть по поводу того, что является той или иной причиной там изнанок или каких-то откладываний, того, что релизится мало контента и вот так далее. Химера уже тянет руку, его можно пригласить выступить. Ну, вот, давай. Поэтому давай начнем с уважаемого Химеры. Привет, Зив, привет, Тойота, привет, чатик. Что вообще сейчас планируется по доработке севера и опена в целом? Игроки сидят на базе или играют сессионки, а смысла выходить в опен почти нету. Ну, смысла выходить в опен нету, потому что во многом АФК кузня, и БПшник очень сильно обесценивает другие активности, так как слишком элементарно фармится. Так что у нас тут есть много фронтов, над которыми надо работать. Например, на новом акте мы БПшник переработаем значительно, чтобы он, ну, с одной стороны, будет более классически фармиться, как обычно в играх принято. Допустим, мы собираемся кое-что сделать с запечатанными очками. И, во-вторых, мы собираемся сделать его как бы темпы раскачки, соответственно, чуть более контролируемыми, но при этом сам БПшник будет, конечно, значительно вкуснее. И в том числе на севере, вот по моему личному мнению, там всякие фармильные активности — это вопрос один, но при этом очень не хватает активности на противостоянии игроков. Потому что есть все-таки моментик такой, что в опене просто пофайтиться с другими игроками — это уже унижение противников. То, что у тебя постоянно происходит на видосах, это уже своего рода награда. Просто, что ты пофайтился и победил. Это вот сейчас частично происходит на аванпостах, но аванпосты сейчас работают хреново, и это не из-за того, что мы... Ну, то есть свап серверов, конечно, усугубил момент с тем, чтобы поискать себе сервер с живыми аванпостами, но они сами по себе работают достаточно хреново. Вот у нас не может такого произойти сейчас в удобном формате, чтобы команда людей собралась на одном сервере и один аванпост за другим щелкала, двигая фронт там к штабу соперника. Они у нас запускаются по таймеру, и они плохо награждают за участие, и вот над этим всем сейчас будут работать. Ну, точнее, уже чуть-чуть работают. Конкретно с кузней прям не хватает активности, в которую ты приходишь, ты подрался, и ты получил какую-то награду, по-любому там какие-то денежки заработал. Короче, по кузне. Почему кузня представляет собой достаточно пустую локацию, в которой нету декора в зданиях, и в целом она, ну, как будто чуть-чуть была недопилена? Потому что на момент ее релиза эта локация в целом не имела какого-то четкого позиционирования от разработчиков. То есть мы понимали, что у нас будет центровая локация, на котором, наверное, должно происходить какое-то противостояние фракций, но по ряду причин аванпост на кузне не получился. И у нас в итоге вот какое-то время в целом шел сбор аналитики того, что игроки делают, что им скучно, чтобы понять, а что в принципе по центру надо делать. Есть сейчас план, это достаточно очевидно будет касаться противостояния фракций, но это должно быть после того, как мы разберемся с аванпостами на мид-локациях, потому что эти штуки должны быть связаны, то есть у тебя сначала противостояние там по бокам, дальше противостояние по центру, и пока противостояние по бокам сосет, то по центру в любом случае не получится сделать что-то адекватное. Но при этом, естественно, какие-то отдельные единичные активности, там, допустим, где просто игроки занимаются чем-то вроде режима маньяка из GTA, вот что-то такое, это все тоже хочется сделать. Ну вот кузня-центр — это трехэтажное здание, на котором нет денег просто. Ты бегаешь, у тебя двойка, ты эту двойку 10 лет ищешь. Если у кузни сделать просто больше награды, то получится снова АФК-кузня, которая обесценивает другие активности. Потому что до сейф-зоны от кузни бежать 2 метра все-таки, ну, не 2 метра, но достаточно быстро. У нас в целом проблемка сейчас такая, что новый север — это локация, которая не представляет тебе какой-то сложный экспириенс с выносами. То есть где ты, как на старом, мог пройти определенное путешествие, где тебе нужно в определенных моментах прорываться через ПКшеров. То есть, знаешь, Старый Север, он в некотором роде был таким сталкер-экспириенс моментом, Ну да, где... он был таким тяжелым. Да, где у тебя есть условный периметр, то есть линия, где ПКшеры особо активны. Ты каждый раз, когда прорываешь периметр, у тебя там максимально опасный момент. И ты, получается, прорываешь периметр, дальше в зоне там более-менее нормально бегаешь, фармишь, потом точно так же тебе надо вынести. Новый Север, он у нас такой немножко больше планетсайд формата, и на него плохо лезут активки, которые должны предполагать более долгое путешествие с выносами. Я бы хотя бы вернул через Battle Pass, потому что лабиринт, на нем фармится мякоть. Мякоть — это деньги.
А на кузне денег нет почти. Battle Pass у нас будет больше возвращен в классический формат, где мы даем задачи различным игроку, которые прокачивают Battle Pass. И, соответственно, задачи мы постараемся сделать максимально разнообразные и все такое. Вот, и, соответственно, в рамках них можно будет там и на кузню вести, какую-то задачу выполнить. Главная проблема, что на кузне событий мало. Вот сделали бы там какой-нибудь сессионочные события, знаешь, как на батле есть захват флага, отнести бомбу, какая-нибудь диверсия где-то, вот где именно игроки... позицию удержать. Да, аирдроп. Ну, аирдропы там не выживут, потому что у нас будут проблемы старых аирдропов, умноженные на 3. Но аванпост какой-нибудь попробовать на 4 стороны можно впихнуть в целом, но для этого надо в целом аванпосты привести в порядок. Вот мы сейчас хотим более плотно разобраться с ними на мид-локациях, и мы в целом даже, скорее всего, рассматриваем варианты, если у нас все получится, что мы откажемся от затеи делать мидовые локации сверху и снизу, и просто расширим кузню за счет них, то есть сделаем ее гораздо больше, чтобы на ней поместилось больше интересных активок на противостояние сторон и все такое. Недавно на форуме ты спросил у игроков, что будет, если чисто гипотетически вернуть на зону старый Янов и Рыжик. Что вообще можешь об этом сказать? Ведь сейчас StarCraft человый, есть свои проблемы. Ну смотри, какой у меня в этом плане сейчас замысел есть. Я в целом пошел с недавних пор, полгода назад где-то, больше углубляться в отдел геймдизайна, потому что меня смущает, что у нас практически все геймплейные проекты, которые делаются, они слишком раздуваются. Достаточно много отделов начинают касаться этого проекта, соответственно, появляются очереди в ожидании каких-то отдельных отделов, где слишком мало специалистов, чтобы все охватить. И из-за этого проекты повисают в очереди. И я очень хочу попробовать как-то разобраться, почему мы не можем делать минорные улучшения игры, где мы можем там, не знаю, единичную какую-нибудь маленькую фиголинку там в опене поставить. Она пусть какого-то там серьезного импакта не дает, может быть, даже не очень она экономически целесообразна на фоне АФК кузни и так далее. Но просто вот так вот кирпичик за кирпичиком потихоньку просто появляется разнообразие того, что в открытом мире находится. И в этом плане вот этот Старый Север, это вот это проба пера, когда я пытаюсь вместе с коммуном, мы там вместе с ним объединились по этой теме, силами буквально минорных специалистов попробуем сделать всратый, возможно, не совсем балансный, возможно, не совсем, может быть, даже экономически целесообразный Старый Север, который лучше, чем ничего. Там по-любому нужно будет ставить награды больше. Я бы так сказал, вот экономическая целесообразность — это главная проблема, почему у нас до хера чего не выходит, потому что каждый раз, когда появляется какая-то инициатива, типа, давайте бродячего торговца сделаем, давайте у нас там, не знаю, просто какое-то доп. Событие в опене будет. Вопрос главный, а что в награде будет? Типа, а зачем игрокам вообще этим заниматься? Почему тратить на это ресурсы, если игроков по факту это не будет интересовать? Вот это большая проблема. Вот на Старом Севере будем пытаться ее как-то решать криво-косо. Если вдруг релизнем, и оно не зайдет, потому что игроки такие, нахрена мне этим заниматься, если я могу пойти на Новый Север, будем просто по мере появляющейся сикпива туда что-то сверху донакидывать. Но самое главное, что если вдруг что-то не получится, если вдруг не зайдет, нам не так обидно, потому что мы на это, практически ничего не потратили. И если эксперимент будет удачный, то по такой же стратегии пойдем дальше, может быть, еще Warp 2.0 сделаем. Что с выбросами? Они очень плохие. Процентики крутить будут в любом случае, но с артефактами самое главное не переборщить. То есть у нас, пусть их лучше падает мало, игроки их хотят хотя бы, чем мы там, если переборщим циферками, все себе быстренько что-то наутают, что хотели, и больше им ничего не надо. Ты писал, что у вас происходит оздоровление 2.0 внутри Эксбо. Я перед началом стрима просил, можно ли мне рассказать про то, как именно организация происходит. Мне сказали, что про это будет отдельная статья с комьюнити делаться, и лучше сейчас лишний раз не раскрывать детали, чтобы, неправильно не поняли. Но если в общих чертах, так, чтобы, не раскрывать детали, вот у нас был формат, по которому мы работали до этого, не 10 лет, потому что мы там по этому делу, что хрен знает, как еще 5 лет назад работали. Вот до Дня X у нас там сложился определенный формат работы, который имел под собой определенные недостатки. В основном там все могли концентрироваться только на каком-то одном проекте, доводить его там до конца, и попутно мало что успевалось. То есть у нас команда могла там только над одной гигаобновой работать. И у нас после Дня X начался такой очень долгий и больный процесс, когда мы в целом меняем структуру работы нашей команды и всех переучиваем взаимодействовать друг с другом. И у этого процесса есть большая побочка хреновая, что она тормозит на какое-то время в целом нашу производительность для того, чтобы мы потом, в долгосроке потихонечку начинали ускоряться. В том числе, чтобы различные маленькие проекты вечно не оставались без внимания,
Потому что вот обратите внимание, у нас где-то в начале июня выйдут часть побочных квестов, которые были связаны с сюжетом Севера на Dень Икс. Вот мы год не могли их релизнуть, у нас они вечно из-за неприоритета откладывались. Мы вот такие проблемы хотим решить тем, что переорганизуем нашу работу. А вот почему вместо того, чтобы снимать какие-то полезные простые видосы, вы пишете вот эти огромные посты с кучей текста, кучей букв, которые почти, мало кто читает, вот если честно. То есть на форуме Насчет мало кто видосов сидит. это ко мне. Пусть Тойот Вот. отвечает, да. Я был недавно в отпуске. Я сделал последнее видео и поэтому? был в отпуск. Да, надо, типа, все правильно. Вот будут, опять же, операции. У них точно будет какое-то видео. Понятное дело, что большинство игроков много букв не будет читать, но нам в любом случае статьи нужны для того, чтобы мы проверили, насколько в целом материал зашел, и это может потом стать сценарием для будущего видоса. То есть у нас нету нужды, знаешь, одновременно из всех пушек стрелять и сразу всех зацепить. Мы чтобы по такой добить. концепции буквально вот сделали видос про Xsense, то есть одновременно должна была выходить и статья, и видос. Ну, собственно, видос не особо был интересен людям, не знаю уж, либо там это моя какая-то вина, типа что-то не так сделал, либо там, не знаю, превьюшка, еще что-то. Раз уж отдела Xsense коснулись, у нас есть замечательная метрика, это, собственно, насколько я понимаю, процент юзеров макроса, типа задетекченных. Засали, короче. Вот, короче, да, зассали и перестали использовать после того, как вышла статья, после того, как вышло, собственно, обновление Xsense и видос. Вот, все пошло на спад, и это хорошо. Дорогой Химера, продолжайте. Извините, что вас перебил. А, он отключился? Видимо, за макросы забанили. Плавно Давай теперь с Алиматором говорить, да. Плавно Здравствуй, переходим к здравствуй. тематике. Здравствуйте, Плавный ребята. переход был осуществлен. У нас хэллоуинский ивент, я так понял, это королевские битвы, да? Теперь Ну, всегда. я могу сказать вот что. Вот у нас на изнанке прошел ивент, и мы понимаем, что надо что-то менять в своем подходе к ивентам. Летом у нас в целом будет еще ивент, но осенью уже, скорее всего, что-то поменяется, потому что у нас не получилось на двух стульях усидеть. И изнанка, она частично стала жертвой того, что мы уже на нее сократили ресурсы и как бы пошли делать там контент на постоянку, но при этом все еще остался формат центрового большого ивента, на который там, много внимания и много ожиданий от него, а по сути дела все за сиську пива. Вот большинство ресурсов изнанки, которые она сожрала, это вообще композитные события, которые являются чисто такой технической фичой, которая сейчас нам в Open позволяет на разных уровнях их распределить, на каких-нибудь разных просто состояниях сервера, типа там заснеженный, не заснеженный, делать разные события. И это очень полезно для того, чтобы в Open там что-нибудь намудрить, но при этом, не особо там изнанки самой касалось. Это вот очень большая проблема, на самом деле, очень многих ивентов центровых наших, что у нас в приоритете зачастую находился не фан, типа не сделать просто весело на режиме, а надо обязательно какие-то технологии, какие-то механики сделать, которые нам потом обязательно пригодятся на других обновлениях. И вот каждый раз у нас ивенты — это какое-то поле для экспериментов. Вот, и мы в целом хотим немножечко от этого отойти, наверное, начиная с осени, но пока что тут сложно сказать, что марафона мертвецов, допустим, не будет. Возможно, он будет, потому что, как минимум, хочется кому-то попробовать просто сделать Ctrl-C, Ctrl-S. Вот, да, Вот, но в любом случае мы, не собираемся вообще без лайв-сервиса людей оставлять. Мы хотим попробовать изменить формат, чтобы развивать одновременно и саму игру, и чтобы в ней что-то лайв-сервисное происходило, чтобы постоянно менялись в зависимости от сезона, тематики, какие-то, может быть, в опене штуки. То есть что-то, может быть, чуть более близкое к буранам, но при этом не просто рискины бурана сплошные. Просто как будто бы королевская битва — это очень классный режим, что поставить его как просто escape нажал, запустил КБшечку. Вот у нас есть сессионки, и сейчас есть возможность клепать различные сессионные режимы вот на базе, которые нам сделали. А КБ в данном случае вроде как, инструментов не хватит того, что нам сделали, чтобы сделать прям КБшку. Но помимо этого есть многие другие режимы, которые тоже могут показаться интересными. Представь, Зив, вот ты в наемниках, я тебе написал в личку, давай заснимем классный угарный видосик. А я свободовец. Да. Есть Еще в планах, стройка. которые не имеют сроков, потому что технически их много сложностей, сделать возможность любую фракцию вступать в рамках Севера. У нас же ведь Red Expo будет через полгода. Я надеюсь, вам там выделили побольше места, да? Скажем так, там в Чё ты процессе подаришь? согласования все. Вот. Ну все, я в принципе все, что хотел, я сказал. Давайте. Все, спасибо тебе. Все, давай. Доброго вечера. Ты его прервал. Извини, прервали Короче, тебя дальше на будем полусловие. форумчан добавлять, они тут, я вижу, есть раз. Да, Давай только, наверное, с тобой пока пообсуждаем какие-то вещи, которые мы еще не рассказали. Вот, наверное, про лето. У нас по лету такая ситуация. Первую половину лета, если так сказать, мы ее, в принципе, более-менее заполнили контентом. То есть там будет что-то происходить. Сначала будет все это разгоняться, потом будет
что-то типа ивента, потом будут операции. Операции, они в данном случае выходят после того, как отгремит все остальное, они как вишенка на торте. При этом хочется еще вот что сказать. У нас там есть, конечно, PvP в Open, но в целом стоит настраиваться больше на различные PvE активности, потому что у нас сейчас, даже несмотря на изнанку, по PvE есть очень большой незакрытый гештальт, то есть там операции, и ивентик тоже там PvE-шники будет. Вот, в целом у нас сейчас такая ситуация. Вот она может коснуться операций, в том числе и чего угодно. Вот мы все это время были больше PvP игрой. У нас PvE-контента практически не было. У нас PvE это были всякие там линейные данжи, которые, на самом деле, хоть алды там что-то и вспоминают, ничего там интересного не было. И вот мы сейчас, когда делаем различные PvE-ивенты или что-то такое, у нас есть какой-то вот пласт искусственного интеллекта, различных способностей врагов, которые мы накопили. Но он по сравнению с другими играми, например, с которыми можно сравнивать StarCraft, там другие ММО-шутеры с PvE, он не просто маленький, он, как бы на уровне инди-компании какой-то. И нам все, что нужно, это постоянно над этим работать, постоянно свой опыт в этом наращивать. И постоянно просто копить жирок из различных новых паттернов противников, из каких-то их способностей, из того, что, в принципе, может развлекать игрока. Потому что PvP делать все-таки, PvP-контент гораздо проще и дешевле, чем PvE. Потому что PvP игроки сами друг друга развлекают и сами друг для друга создают разные игровые ситуации и разный контент. А в PvE как бы тебя развлекает компьютер. И твой фан, он зависит исключительно от того, насколько много компьютер тебе может интересных ситуаций предложить. Про изнанку будем говорить? В целом, изнанка прошла. Рейтинг, во всяком случае. Рейтинг изнанки. Что-нибудь будем Мне кажется, что в рейтинге изнанки, на самом деле, был удачный момент реализован, что были фиксированные лиги. То есть сам геймплей изнанки был душный, конечно, там, душил людей. Хотя, знаешь, я вот по изнанке как бы вижу фидбэк на ресурсах, и в основном все пишут, что душно, скучно нарезать мобов и так далее. А когда спрашиваю каких-то единичных людей, которыми просто общаюсь, кто играет в StarCraft, все таки мне знаешь, тут некоторые... Хотя, знаешь, у нас на каждый ивент есть пласт людей, которые начинают это подносить какую-то катастрофу. На самом деле никакой катастрофы не произошло, просто неудачный ивент. Типа выбрали концепцию, которая не подняла нам онлайн. Вот, как бы, как обычно поднимает, мы поняли, что, такое люди не любят, поэтому будем в следующий раз, если вдруг когда-нибудь изнанка, может быть, в каком-то другом виде будет назревать, мы явно будем делать по-другому. Ладно, привет, Семера. Привет. Рады тебя Привет. слышать. Хотелось бы спросить вот по поводу как раз-таки изменений в Опене во время сезона, ивента в целом. Вот ты говорил осенью, что ли, про весеннюю погоду. Планировалось изнанку делать такой буреподобный, что у нас где-то происходит выброс изнанки, и, соответственно, мобы, как вот на Буране, они там на зимних меняются, тут они меняются на изнаночных. Начинается момент где-то, что вот это заражение они начинают копить. В итоге потом у нас было где-то наблюдение, вот именно связанное с аналитикой и так далее, что очень вот этот Буран, который вот происходит в открытом мире, он очень бесил очень многих игроков и мешал им играть в основной геймплей, потому что это, как выброс, только который долго длится, и люди, которые вообще не хотели этим заниматься, им как бы это навязывается. Вот из-за этого сначала захотели сделать открытие различных пузырей, в которые ты ныряешь, и типа ты там в измерение попадаешь. А потом в итоге и от этих пузырей отказались, и получилось просто вход через менюшку. Вот, и здесь момент есть неких таких компромиссов, можно просто разворачивать все эти дела не на всех локациях, а где-то там, где уже новички не бегают. Но в целом вот тема с сезонностью и погодой, мы в любом случае собираемся каждый сезон что-то менять и сделать мир живым, чтобы он менялся. Это вот вопрос, который мы собираемся сейчас отвечать в рамках того, что я в начале стрима рассказывал, что мы в целом хотим менять подход к ивентам, и вот эта смена подхода, она в том числе касается и изменения опена, как мы будем менять опен в течение сезона. Вот ты сказал, что летом будет и ивент, и операция. Вот интересно, как это будет происходить. То есть 10 июля у нас выходят операции, а ивент выходит у нас в июне будет. 10 июля у нас в целом ничего не будет, кроме каких-то день рождественских акций. У нас даты другие. Даты я раскрывать не буду пока что, потому что, они у нас вряд ли изменятся, но мне кажется, это часть некого сюрприза того, как это вот будет происходить. Но одновременно ивенты и операции идти не будут. То есть не будет какой-то глобальной обновы по типу Дня X? Не, мы в этом году больше находимся в перевалочном состоянии, поэтому каких-то гигаизменений ждать не стоит. Хотим сосредоточиться на том, чтобы как можно больше контента в игру попало в итоге. Каждый год. После Дня X, тоже контента маловато выходило это, да.
Ну, давайте, удачки. Все, давай, пока. Все, пока. Пригласить выступить. Рейми Вот, всё. Винтер, здравствуйте. Здорово. Здорово. Зачем нужно сейчас в игре останавливающие действия? Вот просто как механика на автоматах. У нас недавно в офисе был Паша Панчикс, вот, и он ходил тут, снимал офис, и на второй день его стримов у нас в офисе получилось выцепить зуба. И там как раз-таки это вот на канале, по-моему, там нарезки Да никто здесь не Панчикса. найдет, это надо... Там у него есть нарезка с стрима, который был в офисе, там зуб, там еще Грин по звукам что-то говорит. Посмотрите, он как раз-таки там буквально про останову зуб говорит, наверное, минут, не знаю, 5-6. Я видел, что с остановой поигрались. Она Да, сейчас... останову немножечко снизили, переработали. Почему это сделали? Нет, не потому что мы считаем, что это была ошибка. Мы это сделали, потому что, скажем так, на тот момент это было временным решением. Как известно, нет ничего более вечного, чем временное. А не пробовали вообще играться, тестить без остановы, в принципе? К сожалению, игра без остановы будет очень плохо ощущаться. Игрок и так ощущает себя, по сути, на данный момент летающей камерой с пушкой. Если окончательно убить останову, то даже какое-то ощущение своего персонажа вообще не будет. Плюс, кроме того, останова позволяет награждать игрока за, скажем так, попадание по бегущей цели. А у меня, в принципе, вопросов больше не осталось. Все, спасибо тебе тогда. Окей, хорошо, Спасибо. спасибо, что Ну, спасибо. пришел, что тянул руку. Open с недавними обновлениями от Бареуса чуть меньше, чем полностью мертв. Не в кузне и починка, которая отныне стала дорогая. И вот возникает вопрос, где вообще играть? Первое, у нас до этого, насчет того, что сделал Бареус, слишком мызично кузня фармилась. То есть слишком дохера с нее капало, и это просто обесценивало все другие активности. Поэтому сейчас не сказать, что весь Open убили, просто весь Open это не кузня. У нас, например, когда кузню подрезали, у нас, наоборот, в лабиринте прибавили побольше, так сказать, контента. Там Не знаю, намного, на 40% вроде бы, по-моему, по патчу. не знаю, насколько там сейчас в лабиринте больше выносится, но там и в Клондайке постарались побольше насыпать, и еще в будущем тоже будут насыпать. Вот, вопрос только в том, что не так уж много локаций сейчас у нас в арсенале есть. То есть тот же Лиманск пока лежит, не трогается никак, мы его там даже не вспоминаем. Зато он пока лежит, не трогается, потому что его позиционирование непонятно. В итоге остаются, по факту, из таких прям эндгейм локаций, где прям топеры обитают. Это кузня и лабиринт, между которыми и сейчас и сделали небольшой шаффл заработка. Если идти по контенту, у нас вот сейчас есть проблема, что ты доходишь до верхнего уровня бартера достаточно быстренько, и дальше вопрос, что делать. На вопрос, что делать, будем отвечать в рамках операции модулями. То есть у нас будут перки на оружие появляться, которые не как на марафоне мертвецов, но в духе того. Как Будет бы новый иметь пласт. смысл их фармить. Ну, новый Прям. пласт прокачки, да. Соответственно, дальше что у нас? Ну, с арсеналом, это механика, которую не дропнули. Ее как бы, ну, сейчас есть итерации арсенала, которые будут когда-нибудь релизиться. Также у нас в целом уже идет разговор о том, что если мы будем добавлять какие-то новые локации а-ля Затон для экстракшена, где топеры должны куда-то пойти и что-то выносить, там тоже у нас какой-то новый пласт наград именно планируется, потому что, ну, бартер уже зафармлен, надо что-то новое как бы давать. В любом случае, новые пласты контента будут ожидаться. Но конкретно вот в Open Севера, когда мы будем туда добавлять аванпосты, будет фиксить, добавлять какие-то события на противостояние игроков и так далее. По моим ощущениям, вряд ли там будет какие-то новые как раз пласты контента, потому что там, по сути, важен больше процесс, а не награда. Сессионки. Когда перестройка карт? Любая карта, вот она как бы тратит ресурсы лашников, которые должны сейчас немножечко пошаманить, помочь с аванпостами. На кузне кое-какой есть момент, который построить надо. Вон даже сигналом надо в итоге оказалось что-то строить было. Соответственно, вот так как они нужны везде, у нас карты в данном случае не особо по приоритету высоко идут, только если не какие-то минорные правки. Пси-выброс. Можно его вернуть в каком-то виде? Я думаю, что тут можно ответить на вопрос тем, что мы в целом хотим в Open добавлять каких-то больше событий вот в рамках лайв-сервиса, потому что, ну, вот это есть один момент, который вот назревает вместо каких-то больших центровых ивентов. Все помнят, на изнанке умер от улыбки. Вы планируете его добавлять в Open? Ну, вот сейчас, кстати, я собираюсь бороться с тем, чтобы его не слишком везде раздобавляли. Он действительно вот достаточно успешный. И уже там начались разговоры про то, что давайте его там на лабиринт пихнем. А я бы не хотел его пихать просто так, типа, вот лишь бы был. Хочется, например, чтобы у него была конкретная задача. Он очень классно подходит для того, чтобы, например, ПКшеров наказывать. Или, допустим, у тебя падает какой-нибудь артефакт, который надо вынести, типа, и вот именно пока ты его несешь, тебя там преследует этот мутант. У Пластинки была смешная идея, но он просто говорил, это не то, что это будет добавлено, есть такое. Было прикольно,
прикольно, если бы улыбка там появлялась, когда чувака АФК кузня, и он его выпихивал из локации просто ногами. Ходят всякие молвы, что летом ожидаются песчаные бури. Да, это я просто пример приводил. У нас в данном случае пока песчаных бурь никаких не планируется. Спасибо, что пришел, что тянул руку. спасибо. Пока. Все, до свидания. До свидания. Привет, зло. А, это Виртус. Здравствуйте. А по-моему, Виртус Привет. у нас много раз был, да? Ну, бывал. Ну, 6-й сейчас. Ну ладно, все, мы дали Хорошо, это, давайте гайд, сейчас у нас как попасть на блиц-вопросы. стрим. Ты задаешь только один вопрос, мы на него отвечаем, и на этом все. Дальше добавляем следующего. Почему в игре до сих пор используется система аукциона? Ведь, допустим, та же торговая площадка со Steam — это стабильный рынок, снижение инфляции, и помогло бы разработчикам иметь более детальные метрики. У нас есть проект аукциона нового, и там будет много нового функционала, который, возможно, сделает его гораздо удобнее, чем сейчас. В том числе, ну, есть возможность с помощью аукциона, в том числе от разработчиков, что-то тоже в игру вводить, чтобы таким образом рыночек немножко подогревать. Если вдруг можно будет предметы за валюту Стима как-то продавать, это будет клево. Потому что валюта Стима очень ликвидный, так сказать, Ну, ты товар. вот честно говоришь, люди сейчас ждать Да, будут. ну я говорю, что карать это было на- бы клево. Но мы не особо в это углублялись, и я не очень шарю, насколько это тяжело сделать. Ладно, Виртус, спасибо тебе. Мы тогда переходим к следующему. Всем удачи, спасибо. Ну, давайте добавим сметанника. Здравствуйте. Вы будете возвращать систему, то, что надо набрать, ну, не проценты рейтинга, а количество какое-то. В целом рейтинге главная проблема всегда была, это то, что у тебя в остатке, там, знаешь, какое-то небольшое количество людей довольны, потому что они смогли затрайхардить, а все остальные горят, потому что у них ничего не получилось. Мне кажется, что если бы у нас выжила концепция ивентов внезапно, вот это вопрос хороший, то это буквально выглядит как второй Battle Pass конкретно в рамках ивента. Вот, и для каких-то режимов такое, в принципе, прикольно подойдет. То есть у нас в данном случае есть нормальная, четкая награда, мотивация, и в том числе сверху топ-250 все еще может существовать, но если там награды не сильно прям пупер в отрыве, то в данном случае как бы и трайхардеры вроде имеют свой контент, и при этом не ущемляются все остальные. Так что нам понравилась эта тема. Про лабиринт. Есть выходы из клондайка, когда ты выходишь из него, у тебя вот это белое ослепление, можно сказать, и во время него тебя очень легко убить. Будет с этим что-то делаться? Ну, вот это стоит спросить, окей. Мы Спросить. всех, кого надо, спросим по этой теме. Хорошо, что сказал. Загадочные жетоны, которые давались за компенсацию обвесов. Где они будут использоваться? Уже очень много времени лежат. Все вот эти загадочные штуки и так далее, это все должно было в гардеробе что-то сделать. А гардероб, ну, не сдох, он типа активен, просто его по классике раздули до невероятных масштабов. В итоге ресурсов на гардероб не нашлось, сейчас его обратно скукоживать будут. Вот, и в рамках него собирались и столбаксы делать, и жетон. Будут ли операции, созданные для кланов? Пока что, ну, у нас еще только самые зачатки, но в будущем рейды, конечно же, хотелось бы, потому что это стандартная ММОшная тема, которой у нас нету, и из-за этого у нас нету эндгейма, который привычен многим игрокам в ММО-шутеры, когда у них просто добавляется новый данжик, на котором там новые пласты фарма. У меня, в принципе, на этом все. Все, спасибо тебе, Сметана. Спасибо. Ну что, Так. мне кажется, мы в данном случае уже подходим к концу. Да, у нас осталось Я даже не 4 знаю, минутки. что интересно. Давай просто вот в воздух поговорим. У меня сейчас тема на форуме вот есть, где я собираю какие-то идейки для Старого Севера. Была тема на форуме до этого где-то там 2 месяца назад, где я собирал просто различные микроидеи от людей того, что за сиську пива можно такого добавить в игру, чтобы оно не тратило много ресурсов, и при этом оно хоть какой-то контент добавило. Для чего я это делал? Я вот собрал кучу ваших идей, добавил свои идеи, добавил все, возможно, свои наблюдения, и у меня там есть некая большая таблица с идеями, в которой я просто вот собрал все-все-все мелкое, что, возможно, теоретически можно достаточно дешево сделать. И это мой арсенал для того, чтобы, когда у нас геймдизайнеры или кто-то будут думать, блин, чем бы таким заняться, я такой сразу, хоп, вот это сделай. Буду пытаться вот эти маленькие штучки пушить по мере возможностей, чтобы у нас в игре просто как можно больше мелкого такого разностороннего, разношерстного контента появлялось, даже если он там не очень экономически целесообразен, даже если не будут мотивированы люди в целом им заниматься конкретно. У нас реально игра сейчас пустоватая, и хочется как можно больше мелочей в нее загнать. Вот. Покер. Я по покеру обсуждал с ребятами. Он, конечно, есть в RDR и в GTA Online. Но это, короче, в России все-таки незаконно делать. То есть у нас, если будет покер в онлайн-игре, даже если там не будет вывода реальной валюты и все такое, будет только за игровые, все равно это обучение детей азартным играм, и это все очень нехорошо. На нас сразу возбудятся. А как же очень это? все У нас нехорошие игра люди. 16+, это не работает? Ну, и это не работает, типа, это в данном случае надо еще выше брать. Да и в целом, типа, азартные игры, как бы, ну Ну, понятно. такое. Вот, и в данном случае нам
нужно придумывать какую-то игру, которая не учит азартным играм, то есть какая-то, которая в казино не представлена. То есть, возможно, что-то связанное с костями, можно подумать над каким-то покером на костях, это тоже как бы вариант. Ну, карточные игры типа Гвинта, я бы сказал, что мы просто не потянем, скорее всего. Там сам Гвинт сдох в итоге из-за того, что они так его забалансить и не смогли. В сингле в Гвинт еще нормально играть, а онлайновый Гвинт сдох, потому что, ну вот, карточные игры — это вам не хухры-мухры, карточные игры — это дохера, надо прям балансить, геймдизайнить. Давайте Как так. думаешь, дурак — это азартная игра? Думаю, да, конечно. Бонусный раунд. Привет. Здравствуйте, Тойота, и здравствуйте, шеф, да. Да, привет. Первый раз с вами общаюсь. Вы внутри вообще обсуждали, почему вот онлайн просел, и есть ли у вас понимание, какой контент может реально снова поджечь интерес к игре? Ну, онлайн у нас точно так же просел сейчас, как в феврале просел. То есть у нас есть определенный цикл интереса аудитории, и она на релизе ивента там или чего угодно возрастает, и потом потихонечку идет на спад. И в том числе после Дня X у нас был очень резкий рост, который в течение года так потихонечку идет на спад, потому что, ну, народ там свой бартер нафармил, что нахотел достиг, или, может быть, не достиг и забил. И у нас не было со Дня X каких-то больших рекламных кампаний, чтобы новые игроки в достаточном количестве пришли там и скомпенсировали уходящих. Поэтому в целом у нас сейчас просто есть стандартный тренд, идущий на спад, и который на изнанке в данном случае не вырос, потому что изнанка, ну, не обеспечивала достаточного интереса для тех, кто обычно возвращается на ивенты поиграть. Я думаю, что на онлайн в данном случае положительно повлияет любой интересный контент в игре. Так, ну все хорошо, ладно. давай, пока. Спасибо тебе. Будем Спасибо, прощаться. что уделили время. Мы на этом Название стриме постарались поговорить о проблемах и в целом, как и всегда, показываем о том, что творится с нашей изнаночной внутренней стороны. Если что, по результатам любых изнанок и так далее, у нас первым делом в штате сразу же поднимается куча обсуждений, люди как бы не сидят все-таки безразличные, у нас всегда могут и более такие рядовые ребята прийти и немножко так, типа, спросить, а что вы вообще вот это, не это делаете? Вот, поэтому в данном случае вы просто пишите адекватный, не агрессивный и не улюлюкающий фидбэк нам на ресурсы, преимущественно на форум, потому что там, ну, просто больше нас сидит. Вот, и когда вы пишете что-то адекватное, это сразу же не только мною читается, я, может быть, там страдаю немножко тем, что иногда только байчусь, адекватно что-то не отвечаю. Но всегда какие-то годные темы, вот там, например, от Семеры была тема по поводу аванпостов, сразу же у нас разрабы сами это репостят, обсуждают и вот все такое. Так что просто пишите адекватные посты, даже если вы чем-то недовольны, это все абсолютно нами приветствуется, обсуждается, мы понимаем, что мы тоже косячим, и в данном случае хорошо, что мы косячим, не раздавая предзаказы, так сказать, а просто, ну, вот, попробовали, релизнули и убрали, если не получилось. Вот, но вот StarCraft — это такая игра, в которой есть еще куча впереди у нас грабель, по которым надо будет пройти. Никто в этом мире не в курсе, как создавать такие игры, как StarCraft, и эффективно поддерживать и развивать. Мы в том числе. Вот, мы в данном случае это просто на практике изучаем. Всем спасибо, вот, и увидимся. Всем спасибо, что были на стриме. Всем пока. До скорых встреч. До свидания. Вот, надеемся в следующем месяце. Кстати, скифы не обсудили. Ладно. Ну ладно.